Всем привет! Очередное видео. Сегодня буду рыбачить на реке Западная Двина. Спиннинг хочу посмотреть, как вообще на нашем участке Двины отзывается, как вообще хищник есть, нету. Ну, по всплескам утром, вечером, как бы, да, Двина такая живая, поэтому есть смысл попробовать. Выбрался сегодня с утра, поскольку на вечер передают дожди, вот, неохота мокнуть, поэтому решил лучше встать с утра и порыбачить. Сейчас вот где-то до точки ловли километров полтора, наверное, идти. Но тут вот этот участок сейчас прохожу медленно, чтобы не повредить винт. Мель, камни есть, очень Двина мелкая. Ну и попутно записываю видео, чтобы приехать и начать рыбачить. Красивая природа, птицы еще есть, солнце всходит уже потихоньку. Вот. В общем, класс, настроение такое бодренькое. Надеюсь, что-нибудь будет, словлю и вам, ребят, все покажу. Так что все, не переключаемся, я сейчас постараюсь побыстрее доплыть до точки ловли и буду начинать рыбачить. Так что желаю всем приятного просмотра, поехали. Ну что, ребят, первый заброс. Поставил новую модельку от Барракуды. Вайпер называется. Будем пробовать разлавливать. Очень много рыбы плещется. Какой-то дождик накрапывает. Наверное, сейчас я камеру спрячу, чтоб не замочить. Ну а потом распогодится, включу. Неохота мочить камеры. Техника нынче дорогая. Мелкой рыбы очень много плещется. Удочкой можно пробовать. Как хвост развивается на течении. Думаю, щука будет охотно кушать. Вот такие драконы. Бонусом к заказу заказывал силикон себе у Виталика. Барракуда, кто не знает. Вот все контакты можете увидеть здесь. Ну и продублирую в описании. Всегда балую клиентов бонусами. Это очень приятно, так что спасибо. Будем пробовать разлавливать. Ну и тут сейчас камеру спрячу. Вот, заказывал себе изиков. Вот таких красивых. Смотрите, 2 пачки. На окуня, на щуку. Вот таких угрей. И мои любимые, кто смотрит, раки. Вот, тоже заказал такие красавцы. О, буду пробовать ловить. Ну что, ребят, тут сегодня знакомый плавает, рыбачит. Поплыл выше, не знаю, на вертушке ловит или на что. Ну вот что-то всадил, или жерех, или голавль, не вижу. Ой, какие всплески замечательные. Кстати, подписчик мой тоже будет, может, смотреть. Напишет что-нибудь в комментариях.
непонятно что там. Или щука, или жерех, или вообще судак какой-то. Ну, рыба есть, будем ловить. Друзья, хорошая щука, килограмма 1,5-2, а может даже и больше. Ну, плохо видно, потом спрошу и все вам расскажу. Взялась, друзья, вот на такого, смотрю, угря большого. Если не ошибаюсь, тоже барракудовский. Розыгрыш был зимой, вот, от барракуды. И вот он тоже выиграл приманки. И вот ловит. Да, прикольно. Да, осень все-таки есть осень. Уборочная прошла. Идет обработка земли, засев. Работают трактора тут рядышком. И смотрите, сколько воронья поднялось. Просто тьма, туча. О, ребят, хорошая поклевка. Ой-ой-ой-ой. Там крокодил, друзья, а у меня флюр стоит. Ух ты! Жерех, друзья. Ничего себе. Офигеть. Вот это да, друзья. Фух. Охереть. Фух. Жерешок. Жереха завалил. Сейчас, друзья, мы его распутаем. Фух. Аж все трясется. Вот такой жерешок сейчас. Вот такой, друзья, здоровый жерешок на нашего вайпера. Сейчас думал щука. Сейчас сделаем взвешивание нашего красавца. Посмотрим, сколько он завесит. Вот такой, друзья, красавец. Взялся на спиннинг, честно, в рот. Первая такая жерех здоровый мой. Приятно, конечно. Смотрите. Так что будем ловить дальше. Приятно, конечно, приятно. Кило 850. Кило 850!
Не помню, говорил или нет, но вот был с утра, помните, там цеплял такого оранжевого, какой-то там уже не помню цвет. Вот, оторвал, был, забросил, как бы приманка легла на дно, грузик, сделал подброс и все, срез об ракушку или о камень, конечно, жалко. И грузы, вот эти груза пятерцовские, тоже вот были ходовые веса, там 24 грамма, 20 оторвало. И потом тоже поставил вот такую барракудовскую. Вот. Тоже зацеп был глухой, подплыл. И тоже вместе с крючками все поотрывало, конечно, жалко. Но потом попался жерешок, как бы компенсировал это все. Но все равно неприятно, надо какие-то отцепы делать, потому что если там есть возможность достать с лодки, надо пробовать отцепом, потому что крючки, грузила дорогие. Да и приманки тоже жалко, которые рабочие. Маленький какой-то уж. Ну да, ну не сказать, что маленький. Перебирается на нашу сторону. Много сейчас передвижений. Скоро в спячку будут ложиться. Довольно-таки шустро шпарит. Мне не холодно же. Что-то, ребят, вообще не хочет клевать. Даже поклевок нету. Ну как, поклевки есть, у меня нету. У знакомого, который с утра взял на двушечку щуку, я не снимал. Близко там не подплывали друг к другу. Вот. Где-то под двушку там еще была небольшая щучка у него. Вот. И обидно было, была поклевка хорошая. Или карабин не застегнул, или что. Ну вот, сошла. Ну и там еще вот при мне пару поклевок было. Сейчас так уже порядочно разъехались. Немножко я опять поднялся выше, он чуть ниже спустился. Вот. Так, как бы, ну, активность какая-то поклевки, что-то вот. И жереха я вытянул. Вон щуку, двух щук, как бы, ну, уже не с пустыми руками домой. Вот, конечно, была такая неожиданность. На новую приманку так сразу разловил, и жереха, как бы больше по судаку, по щуке берут эти приманки, но приятно, конечно, все равно. Так что Двина вообще непредсказуемая река, непонятно, что может клюнуть, когда и в каком размере. Вот плюсы Двины. Ну, еще пару часиков посижу, покидаю. Уже ближе к обеду тут. Что-то под 12 часов. Вот. Ветер начал раздуваться какой-то. Ну, не холодно, солнце светит, приятно сидеть так. Легкая куртка. Ну, будем пробовать еще выезжать, рыбачить. Плюс еще Двины, что да, ветер, как бы если даже сильный, в низинке находится. Ничего страшного. Макушки деревьев вот так колышет. Ну, а тут еще так терпимо. И по поводу спиннинга, да, кто не смотрел, в подсказках выскочит, там был обзор, вот распаковка, делился своими впечатлениями, какие, ну, веса бросает, как что. И хочу сказать, что вот даже этого жереха получил удовольствие в уваживании. Поклевка была в руку хорошо слышна, как бы и на вываживании так приятно спиннинг сглаживал рывки. Вот, так что нормально. Если бы, конечно, была с собой Верона до 14 грамм, не знаю, сколько я его тягал. Вот, и вообще вытянул бы. Ну, вытянул, просто вопрос. Но все-таки Верона предназначена у меня под окуня. Ну, а это тут такой универсальный. Джиг, блесна. Ну, в общем, за свои деньги палка огонь. Так что, кому интересно, переходите, смотрите. Все оставлю в описании. Ну что, ребят, пора собираться домой, поскольку с обеда передают дождь, и вот небо начало затягивать.
поклевки что-то, поклевок вообще не стало. Много чего перепробовал. Вот у меня тут целая гора приманок лежит. Ну, сегодня вот только удалось хорошего жереха словить, разловить новую приманку, что Виталик положил бонусом к заказу, так что тебе большое спасибо. Не только работает он по судаку, по щуке, но вот удалось жереха словить. Знакомый тоже тут вот отплывал, как бы там состыковались. Тоже сказал, перестали поклевки. Вот я жереха словил, у него еще там пару поклевок было, и все. Не знаю, либо погода, либо выход просто был рыбы, ну не знаю. Будем, в общем, дальше выбираться, рыбачить, пробовать, поскольку рыба как бы есть, поклевки есть, ну а значит нужно просто выбираться и ловить. Так что, друзья, на этом я видео заканчиваю. Ну а вами, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. И до новых встреч. Пока.